При больших перерывах в путешествиях сборы получаются всегда долгими. Выехал не так рано, как хотелось. Еще изменение часового пояса в Казахстане в этом году немного подпортило режим дня. Но старт похода осуществлен, и это самое главное. Я никогда не был на озерах Кольцай, хотя это очень популярная природная достопримечательность Алматинской области Казахстана. Возможно, поэтому и не был, потому что там всегда очень много автотуристов и все время ажиотаж. Популярно это место еще и потому, что асфальтированная дорога проложена до самого озера, до первого Кульцая, а вот до второго и третьего озера проезжей дороги нет вообще, только конные и пешие тропы. В надежде, что холодный сентябрь в этом году поубавил пыл автотуристов, я решил наконец-то посетить озера Кольцай. От города Алматы до первого озера по трассе 300 километров, хотя по прямой всего 120 километров, но трасса объезжает горные хребты. Можно, конечно, срезать по горным дорогам. Как-то я уже ездил по этому пути, но на обычном велосипеде. Но учитывая осеннюю погоду, рельеф и качество дорог в тех местах, такой путь может занять около недели. Я же намерен доехать до озера за 2 дня. Одел белые праздничные носки в связи с открытием электросолнечного сезона 2024 в сентябре. Надеюсь, это и не будет одновременно с закрытием. Двигаюсь я по стандартному маршруту, когда я езжу на восток по Куджинскому тракту. Эта часть маршрута затенена деревьями, поэтому всегда стараюсь проехать этот участок рано утром. Потом я сворачиваю на бетон, трассу, которая ведет в Китай. Там уже хорошо, можно будет расслабиться. Я свернул на бетонку, но до нее надо еще доехать. Тут небольшой участочек тоже с деревьями, но тут узкая дорога, надо аккуратно. Я выехал на бетонку. Дорога поспокойнее, можно встегнуться. Ветра нету вообще. Едется легко. Полдвенадцатого. Проехал 102 километра, стал немножко передохнуть и подзарядить. Погода шикарная, ветра нету, солнце светит. Наклонил на солнце. Солнце уже пониже, чем летом. У меня такое ощущение, что панели очень сильно проседают, нагреваясь при работе. Сейчас вроде прохладно, но я встал, направил панели на солнце. А поступление энергии упало где-то на 30%. Потому что они нагрелись. Короче, надо ехать. «48 вольт на аккумуляторе». Но это не совсем половина. На самом деле на оставшейся энергии можно проехать меньше. Сейчас я проехал 105 километров. Напряжение падает и мотор тянет хуже. Сейчас крыша даже заметно больше дает. 32 вольта, 2,5 ампера. А когда я стоял, она нагрелась и давала всего 1,5 ампера. Посчитайте, сколько это процентов я теряю от перегрева панелей.
Даже несмотря на правильный угол на солнце. Непонятно, что за затор проехал бочком. Не успел рассмотреть, похоже, что-то горело, но потушили. Или кто-то горел, но потушили. Вроде ничего страшного, все целы. Тут, говорят, всегда дует ветер, и правда, тут встречный ветер, не сильный, но дует, сразу чувствуется. Еще у меня аккумулятор подсел, 45,5 вольт. Но до Байсиита я доеду. Проехал 127 километров. Поворачиваю на Байсиит. Вот здесь есть крутая столовая. Но я туда не пойду. Пойду в проверенное и попроще. Приближаюсь к кафе. Вроде работает. Только тут сплошная. Думаю, можно. Мне. Я здесь уже заряжался, надеюсь, и в этот раз мне позволят зарядить. В этот раз взял 10-амперную зарядку. Салат. Плов. С мясом. Чай с лимоном. Снова меня выручает кафе. 3:30 у меня аккумулятор 54 вольта. Уже начинает снижаться сила тока. Но поеду. Нет смысла ждать. Здесь такой поселок Рынок. Вот часы не показывают реальное время. До обеда все так медленно и эффективно. После обеда раз и скоро закат. Сейчас цветут вот эти кусты в середине сентября. Такой запах вообще очень пряный. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно не виделись. О, как здоровье? Нормально. Я думаю, работаете вы, не работаете? Работаю. Ну, всё. Как вы сами? Хорошо. Здесь ночевать? Или где? Да, дальше поедем. Аккумулятор почти полный. Время без 10:08. Раз такое дело, я решил поужинать здесь. Как все это дело заряжается, чтобы потом перед сном не есть. В этот раз я взял термос, спартанский набор, JetBoil и термос, чтобы не варить, а заливать еду, крупу, экономить газ и время. Вот
Вообще в Байсейте так наелся, что кушать не хочется, но нужно. Такой родник, надо воспользоваться, пока есть возможность. Интересно, что они тут едят? Растительность, мне кажется, тут не особо какая-то вкусная. Одна полынь. Когда-нибудь будут выращивать баранов, одевать им очки виртуальной реальности и подключать к системе искусственного жизнеобеспечения. Пока еще все естественно происходит. Принимаю солнечные ванны. Ветра почти нету, поэтому можно. Ветер все-таки поднялся. Надо было мне не выделываться, не загорать, не принимать солнечные ванны и не философствовать о участи баранов. Теперь мне придется на ветер ехать. А я мог бы, если бы на час раньше выехал, то до перевала доехать без ветра. А потом мне там после перевала в обратную сторону ехать. Я же горы объезжаю. Те, которые у меня сзади. Демонстрация ветра. Пошел на подъем. Блин, 24 километра ехал целый час из-за ветра. Вверх, теперь вниз. Вот такая она езда по горам. Поворачиваю перед Чирыном направо. Тут такого сильного ветра нету. Он должен был мне дуть в спину теперь, но его нету. Но все равно едется нормально. Я по этой дороге никогда не ездил. Она, оказывается, веселая. То вверх, то вниз, похоже, будет все время. — 450 ватт. 11 километров в час.
Дорога вдоль Чарынского каньона живописна и интересна со спортивной точки зрения, но из-за рельефа большое потребление энергии. Благо погода радует чистым небом, хотя я смотрю, к обеду все время падает поступление энергии почему-то. 2 раза. Сейчас тоже упало. Возможно, дымка осенняя отражает солнечные лучи, рассеивает их очень сильно. Мне показывает Саты прямо, Жаланаш налево. А я думал, через Жаланаш надо ехать. Прямо. Главное, чтобы дорога была нормальной. Сейчас карту изучим. А вот отсюда я выезжал, когда я ездил на озера Кинсу. Вот там перевал. То есть в тот раз я проехал этот путь не за день. Ночевал на перевале. А сейчас уже в обед я здесь, несмотря на подъемы и спуски. Нет, я поизучал карту и да, через Жаланаш надо ехать. Пикник на обочине. Перекус и чуть-чуть размяться, отдохнуть 20 минут и поеду дальше. Такой обман зрения всегда. Кажется, что вниз едешь, а на самом деле подъем. Аж страшно туда ехать. Поселок на горе находится. Думал немного срезать, в Жаланаш не заезжать, сразу направо идти. Но тут такая дорога, нету асфальта. Вернусь. То буду долго ковыряться. Это у меня 47 вольт. Думаю, может зарядиться где-нибудь в поселке Жаланаш. А то там будут всякие вверх-вниз еще. 2 или 3. Оказывается, теперь называется Жал-Агаш. Что-то народу нету. Ни одного человека. Все по домам сидят, холодно что ли. Так, есть заправка. Непонятно, работает, нет. Магазины какие-то закрытые как будто. Кони. Здравствуйте. Салам алейкум. Просьба есть. Ага. Аккумулятор зарядить. Аккумулятор зарядить? Можно? Вот здесь где-то 200 метров направо. Есть. Что есть? СТО. СТО? А. Ну там зарядить. Не пришлось ехать на СТО. Ребята думали, мне нужна зарядка, а мне-то нужно 220.
Все на обед разбежались, но оставили мне розетку из-под двери, удлинитель. Так что быстро все разрешилось, без проблем. Буду ждать, заряжаться. Зарядка со всеми удобствами. Вон там стоит какой-то спринтер, и там поляки путешествуют. Номера европейские. Раз такое дело, буду обедать вместо хлеба. Отруби. Поляки поехали ресторан искать. Тут интересно такое дело. Обед, все позакрывалось. Магазины, СТО, все. Надеюсь, рестораны не закрылись. Но мой ресторан всегда открыт. Короче, не совсем все хорошо. Один добрый человек выдернул зарядку с розетки, и она у меня снова заблокировалась. Она глючная какая-то. Если ее сначала включить в аккумулятор, она как-то там блокируется и перестает заряжать. Так что я, похоже, без зарядки остался. Ладно, до Саты-то я доеду, а там видно будет. А я еще думаю, что-то как-то скучно. Все уже накатано. Там зарядился, сям зарядился. Еду. Никаких интересных событий не происходит. Вот оно интересное событие. Еще дожди обещают. Так что крыша мне не поможет. Никак. Забрался, теперь вниз. Зачем же такие здоровенные полицейские? Попер подъем. Так, хватит мне дорогу перебегать. Кажись, это последний подъем. Ну, в смысле, перевал. Потом-то будет подъем с Сатов до озера. Фух. Всегда поднимаешься и думаешь, ну все, вверх. Когда едешь до верха, там еще вверх. Спускаюсь в долину. Саты внизу. Здрасте. Здрасте. Да, спуск, да не спуск. Чуть-чуть подъема. Местное кладбище.
Да, туризм тут, похоже, прет туризм. «49 вольт на аккумуляторе. Я покидаю Саты. Решил, наверное, останусь у реки Чилик. Пока солнце светит, заряжаю. 100 ватт дает. А в обед давала всего 60 где-то ватт. Сегодня, похоже, будет чай с облепихой. Не понимаю, конечно, ГАЗ-66, но как они туда проехали? Все, солнце прячется за горой, и надо ехать. Но это еще не закат, потому что гора высокая. Так что еще будет светло, и можно поискать места тут, поездить чуть-чуть, недалеко. Нашел суперское место в лесу и рядом с рекой. То, что нужно. Все, домик готов. Ну что можно сказать? Ужин был хороший. Приготовил я его быстро. Просто открыл термос и все. Сейчас чай пью. И чувствую, что я сильно устал. Если завтра доеду до озера, как я еще пойду потом на второе озеро пешком? Ну, дойду, конечно. Главное доехать до озера. Что-то я выспался в 5 часов, уже проснулся. И толком уже не сплю. Вроде более-менее безоблачно. План такой: я сейчас собираюсь, еду на мост, и там завтракаю и заряжаю велосипед какое-то время, и потом на озеро еду. Я на месте. Только солнце закрыто облаком. И облако особо не движется.
масло. Наконец-то солнце вылезло. Процесс пошел. 100 ватт. Двинул к озеру. 8:30 времени. Солнце то светит, то не светит. Дает мало. Ждать нет смысла дальше. Снова вниз. Туристический топ. Здравствуйте. Что-то Теле2 тут ловит, нет? Нет. Нет, но у меня наличные есть. Можно наличные, да? Зачем вам это? У меня велосипед электрический. Не надо за него платить? 500 тенге. А, вы тут машины записываете? А, там же есть кемпинг-зона? Палатку можно поставить? Да. 750 Ну, тенге, да? Угу. Не холодно? Да, у меня все есть. Ну вот, дорогу сделали, и сразу видно, бизнес попер туристический. Как бизнес прет у вас? Престиж Хотель. Ладно, мы будем не престижно ночевать. Переезжаю речку и снова большой подъем. Ну вот, если интересно, можно жить в юрте. А можно купить участок. Я надеюсь, это крайний подъем на сегодня. Нет, это не крайний подъем был. Еще он продолжается. Сколько можно подниматься уже? Зачем? 11 километров проехал. Уже должно быть. Уже должно быть. До парковки я доехал. Значит, все верно. Кони скачут. Где озеро? Вниз ехать, блин, еще. Вы тут Откуда? работаете? Вы работаете здесь? Да. Я с Алматы. Алматы? Да, я местный. Вот парковка, а вот палаточный лагерь. Солнечный, да? Что? Да, да. Ага. Придется вниз ехать.
Что-то мне тут не нравится. Утром солнца не будет. Надо было наверху оставаться. Что-то мне казалось... Что-то я думал, оно будет больше. Сказали, здесь можно поставить палатку, но что-то тут никого нету. Я собрался в поход. А то, говорят, завтра дождь будет. Надо на озеро успеть второе. Так, я, наверное, не рад, потому что эта вся туристическая инфраструктура, она немножко тебя в рамки загоняет, поэтому непонятно что, как. Вот, так что я немножко сейчас пойду в дикие места и все будет нормально. Хозяин сказал, что здесь есть электричество, но я даже не хочу сейчас пробовать зарядное. Потом вернусь и узнаю тогда, что меня ждет в ближайшие дни. В следующей серии те самые похождения по озерам Кольсай, ради чего я и ехал сюда 2 дня. 10 километров в час. Экономлю энергию. Правда, не знаю, это экономия или нет. 15 километров в час с расходом в 400 ватт или 10 километров в час с расходом в 300 ватт. Как вы думаете? Знания математики говорят, что это никакая не экономия.